Женщина задумчиво смотрела в окно. Еще вечером пошел нудный осенний дождь, и утром, не переставая, стучал по стеклу колючими каплями. Небо заволокло серыми тучами, ветер рвал последнюю листву. Но терпкий аромат свежежаренного кофе наполнял дом теплом и уютом. Кофе стал утренним ритуалом, помогал прийти в себя, настроиться на новый день, погулять с собакой. Сегодня с погодой не повезло, собака лежит у ног. «Ну что, Айра, видно, прогулка не получится?» Уже 2 года после внезапной смерти мужа она жила в деревне, изредка выбираясь в город к дочери. Та уговаривала переехать в городскую квартиру, которая стояла закрытой, но она находила массу причин, чтобы задержаться в доме, в котором они хотели жить с мужем. Но вот не сложилось. «Пора перебраться в город, да, Айра?» Но овчарка вместо того, чтобы вильнуть хвостом, в знак согласия подбежала к двери. «Мы ведь договаривались не гулять». Она глянула в окно, но из-за дождя ничего не было видно. Овчарка не отходила от двери. «Пойти посмотреть, что там происходит?» Натянув шапку, надев непромокаемую куртку и сапоги, она вышла во двор. Ветер тут же сорвал капюшон, шквалом ударил в лицо, не давая вздохнуть полной грудью. «Зачем ты вытащила меня на улицу?» Отдышавшись, заругалась она на собаку. «Ветрюга-то какая!» Но Айра с лаем выбежала за калитку. Она слишком хорошо знала свою собаку. Та напрасно лаять не будет. Наверняка там кто-то есть. Айра, скользя лапами по размытой дороге, побежала вниз к речке. Поспешив за ней, она увидела, что так всполошило животное. В кювете застрял черный джип. Неужели сумасшедший рыбак приехал на речку? Осторожно, чтобы не упасть в грязь, она подошла к машине. С подветренной стороны на траве сидел незнакомый мужчина. «Эй, ты живой?» – позвала она незнакомца. В ответ он открыл глаза и произнес с раздражением. «Живой. Ну что-то с ногой. Может, сломал, не пойму». «Что случилось?» Защищаясь от дождя, она приблизилась к нему так, что рассмотрела синеву глаз, волевые черты лица и легкую небритость. Откуда-то она его знала. Разогнался и улетел в кювет. Толкнуть пытался, и вот, пожалуйста. Моя же машина наехала мне на ногу. Самое плохое, ключи оставил внутри. Может, кто-то поедет мимо и вытащит меня. Пока дождь не перестанет, даже нечего надеяться. Вон он, мой коттедж, показал он в сторону коттеджного поселка у кромки леса, почти невидимого из-за дождя. Ехал туда, и вот такая досада. Она стала соображать. Тащить его домой? Но как допереть такого здоровяка? Бежать к Алексею, соседу? «Встать сможете?» Мужчина попытался подняться на ноги, но ему не удалось. «Телефон из кармана улетел куда-то», – растерянно сказал незнакомец. «Может, с вашего попробуй дозвониться жене?» Но связи не было, только экстренные вызовы. Вряд ли что-то получится в непогоду. Здесь всегда плохая связь. Утром тоже не смогла дозвониться дочери. Давайте ко мне поползем, не сидеть же здесь под дождем. Она попыталась поднять незнакомца. Запыхалась, шапка съехала на бок. Боже, на кого я похожа? Ей не давала покоя мысль. Где же я его видела? Решив все-таки позвать соседа, она побежала в деревню, отворачиваясь от летящих в лицо капель дождя. Оставшись один, он по своей журналистской привычке анализировал эту нелепую женщину. Совсем не похожа на знакомых дам. Плохо, что очередная ссора с женой выбила из колеи, и он проглядел непогоду, помчался в свой недостроенный коттедж. Вот теперь приходится рассчитывать на помощь этой странной тетеньке. Да еще собаченция здесь крутится. Он с опаской взглянул на овчарку, но не почувствовал никакой угрозы. Вскоре тетенька вернулась с крепким мужиком. Поднатужившись, они подняли незнакомца и приволокли в дом. Внутри было тепло от натопленной печки. «Спасибо, Алексей. Завтра поможешь нашему гостю?» Сосед заверил, что утром отвезет его в город и вызовет эвакуатор, и ушел. Переведя дух, они, заляпанные грязью, посмотрели друг на друга и рассмеялись. Женщина хохотала звонко, закидывая голову назад. Густые волосы разметались по плечам. Ему вдруг показалось знакомым этот смех. «Давайте чиститься и лечиться».
Она помогла снять ботинок, осмотрела ногу. На лодыжке застарелый шрам. Или перелом, или растяжение. Я вообще-то не врач. До утра дотерпите? Лед и перевяжу, как смогу. Вы моя благодетельница и спасительница. Благодарите Айру. Она вас почуяла. А так сидели бы под дождем без телефона. Он с благодарностью посмотрел на овчарку, которая доверчиво легла у ног. От хлопот хозяйка разрумянилась, помолодела, а она ничего, и волосы шикарные. Кажется, мы ровесники, ей не больше 50. Фигурка сохранилась. Интересно, как? Моя Лариска не вылазит из салонов, чтобы выглядеть на 40. Денег тратит жуть. От этой мысли его передернуло. Женщина, ощутив это, спокойно сказала: «Что, больно? Потерпите, я уже заканчиваю. Я переживаю, планы сорвались, а теперь и вот нога». Усадив гостя за стол, она налила чашку душистого чая. «Пейте, я заварила на травах. Нравится мне тут. И экология, и места красивые. Мечтаю пожить в удовольствие в этом краю. Вот и поехал проверить, как идет строительство». «В такую непогоду?» «Не рассчитал свои силы», — ответил он. «Не нужно ей знать о его семейных проблемах. Тетка вроде не глупая, но женская солидарность — это нечто. А ссора не первая, да и не последняя. Раньше хоть страсть была, а сейчас даже постель не объединяет. Устали друг от друга. Дом полная чаша, но все куда-то улетучилось». Они долго сидели за чаем, разговаривая о жизни. Холодный дождь стучал в окно, а в доме было уютно, поэтому и беседа вышла задушевной. Неожиданно мужчина стал рассказывать о жене. Женщина понимала, что выбрана на роль случайного попутчика, с которым можно откровенничать. Все равно завтра с ним уже не встретишься. Как говаривал мой дедушка, контр-адмирал: «Не дрейф, внучок, были бури и пострашнее». С наигранным смешком он закончил свои откровения. Шутливые слова и стали последним кусочком пазла. Так вот, откуда она его знает. И этот шрам на ноге. Это же он, потерявшийся в ее молодости. Эмоции захлестнули. Вспомнились давние события, когда ее, молоденькую учительницу, отправили на курсы повышения квалификации в южный город. Молодая и красивая, она бежит по морскому песку. Парни, расположившись неподалеку, что-то шутливо кричали ей вслед. Обернувшись, она встречается взглядом с синеглазым парнем. «Девушка, куда вы так несетесь?» «Меня несет к морю!» — радостно кричит она в ответ. «Не упадите! Там скользкие камни!» «Нет, я очень ловкая!» Тут же нога соскальзывает между валунами, и она неловко валится прямо в воду. Синеглазый парень вылавливает ее из воды и выносит на песок. Затем рассматривает ногу и авторитетно заявляет: «Вывих!» Заметив ее огорчение, успокаивает: «Не дрейф, подруга! Бывают бури и пострашнее». Парни веселой гурьбой доставляют ее к гостиничному врачу. Синеглазый задерживается, спрашивает: «Как тебя найти?» Боль в ноге не мешает ей прошептать номер комнаты. Уже на следующее утро в дверь постучали. Это был вчерашний знакомый. «Зашел узнать, как ты». «Спасибо». Врач велел пару дней не напрягаться. «Выздоравливай. У меня тоже вот шрам на ноге». Он задрал брючину. Собака набросилась в детстве. Влюбились сразу и страстно. Каждый день прогуливались по набережной, купались в море, загорали, ели мороженое в кафе. Мечтали о дальнейших встречах и сожалели, как быстро летит время. «Сделаем фотку на память». Смеясь, парень с девушкой подбежали к месту, где фотографировались все отдыхающие. Воспоминания растревожили душу. Слезы подступили к горлу, и она, соврав про дела, выбежала из комнаты. Хорошо, что ветер заглушил ее всхлипывание. Мужчина расслабился, огорчение поутихло, и он с любопытством рассматривал фотографии, висевшие на столом в красивых рамках. Все семейство хозяйки, дочь с мужем, внучки. Она, видимо, спокойным супругом. На этой фотографии влюбленные, парень и девушка, стоят на фоне вечернего моря и улыбаются в объектив. Простая карточка, но даже не выцвела. Хозяйка бережно хранила ее. Стоп, он отлично знает эту парочку. Непонятно, как карточка оказалась в деревенской избе. Это же он, молодой, и девушка с копной пышных волос, его юношеская любовь. Он влюбился в ее звонкий смех, в умение жить интересно, без заморочек, чего ему самому порой не хватало. Словно в детском калейдоскопе
Прошлое закружилось в памяти. Вот она падает с валуна, и он, обливаясь потом, тащит ее к врачу. Потом заходит проведать и остается у нее. Вот они, влюбленные, сидят у моря, целуются, гадают по звездам о встречах. Это ведь он и его спасительница хохотали, когда дяденька-фотограф просил их обняться для душевного фото. Но почему-то она так и не позвонила, ведь он передал ей с другом письмо, объяснил, что пришлось срочно уехать на похороны деда, контр-адмирала, оставил московский телефон. Она сразу заметила в нем перемену, когда, приведя себя в порядок, вернулась в комнату. Болит нога? Душа. Дать успокоительного? Успокоительное не поможет. Душа заболела, когда ты так и не позвонила. Прости, потеряла твое письмо. Не хватило смелости сказать правду. Она звонила несколько раз, но женский голос неизменно отвечал: «Не надо сюда звонить. В нашей семье траур по поводу смерти дедушки. Моему сыну надо прийти в себя». Ей ясно дали понять, не пара она ему, студенту столичного университета. Простая провинциальная учительница. «Значит, ты притворялась, когда говорила, что любишь? Ты разбила мне жизнь. Не стоит драматизировать. У тебя хорошая жизнь, семья, карьера, вот дом мечты строишь. А ссоры у всех бывают». Этой ночью не давали уснуть воспоминания молодости, возбуждение от неожиданной встречи. Она всегда его помнила. Просто нужно было устраиваться в жизни. Вышла замуж за знакомого парня, родила дочку. С мужем ей было хорошо, и она привыкла. Когда муж умер, в душе подломилось что-то. Он с болью в сердце рассказывал, как ждал ее звонка, как жалел, что не смог с ней попрощаться. Успел только передать записку с телефоном. Давние сослуживцы деда, которые жили в этом южном городке, торопили его. Им удалось договориться с военным летчиком, который согласился доставить в Москву. Самое важное было в тот момент не опоздать на похороны любимого деда. Родители настояли на том, чтобы он женился на девушке из их круга. Правда, умная жена всегда была на одной волне с ним, но в последнее время разладила что-то в их отношениях. Она стала чужой. Может, чужой она была всегда, а он только сейчас заметил это. Они целовались, крепко обняв друг друга, как много лет назад, и он наслаждался забытым ароматом ее волос. Впервые за последнее время он был беззаботен. Не надо следить за манерами, спешить на встречи, писать статьи. Может, действительно бросить журналистику и поселиться в сельском доме, писать романы о любви? Утром она, как обычно, сварила кофе, но была другая, помолодевшая. Высоко заколотые волосы придавали ей горделивую осанку. Синий свитер оттенял глаза. Стало неловко, что вчера он принял ее за тетеньку. «Собирайся, пора уезжать. Сообщи своим, они же беспокоятся. Позвоню из города». Видно, не хотел при ней говорить с женой. Все стало будничным. Эмоции отошли на второй план. Он деловито произнес: «Если найдешь мой телефон, позвони Ларисе, скажи, что я застрял здесь». «Есть, товарищ командир. Ну вот и кончилась любовь. Все по местам. Созвонимся?» «Не обязательно. Спасибо, что не оставила в беде». «Не за что. Хорошо, что мы наконец встретились». Когда мужчина уехал, она пошла к джипу. «Айра, ищи», — приказала она собаке. Собака стала обнюхивать пожухлую траву. Вскоре что-то мелькнуло. Протерев телефон, она внимательно разглядела его. Айфон был дорогой, не успел разрядиться. Пролистав контакты, она нашла Ларису и набрала. «Ну, наконец-то!» — сердито ответила женщина. «Где ты?» Не понимая, зачем, она вдруг размахнулась и забросила телефон в речку, где он благополучно утонул. «Ты просто злишься, что дубль 2 не получился», — сказала сама себе, и с облегчением рассмеялась. Айра преданно побежала за ней. Ни весной, ни летом она уже не вспоминала об осеннем происшествии. Слишком много забот. Однажды вечером тревожно залаяла Айра. Хозяйка выпустила собаку на улицу и вскоре сама вышла во двор. Услышав знакомый голос, она почувствовала, как жалось сердце, готовая выпрыгнуть из груди. «Спасительница моя, смотри, что я тебе привез». «А хозяйка твоя где?» Они смотрели друг другу в глаза, будто расстались только вчера. «Ты ждала? Вот я и вернулся».